Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами говорим о том, как поправить наше драгоценное здоровье без химических таблеток и каких-либо препаратов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как восстановить микробиоту нашего кишечника, как почистить немножечко печень, поджелудочную. И все это мы будем делать с вами с помощью продуктов питания. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». Дорогие друзья, ко мне приходит очень и очень много клиентов, таких, знаете, как их называют, глянцевых, не в обиду никому, таких медийных людей, у которых есть деньги, которые инвестируют в свое здоровье, особенно после отпусков, каких-либо праздников, таких, знаете, как Новый год, потом Рождество, потом отпуск. В общем, когда вино льется рекой, жирное мяско, шашлычки на природе в отпуске, в общем, копчености всевозможные и так далее. И вот, когда они возвращаются после таких вот праздников, у них обязательно килограмм 5 в плюсе. И помимо этого всего у них начинает где-то что-то покалывать, побаливать. И они вдруг хватаются за какие-либо диеты, чистки. Очень, кстати, модно сейчас инвестировать большие деньги в какие-либо санатории. У них есть возможность полететь в Таиланд там, или в Гонконг, или куда бы это ни было, на Бали. И там в клиниках они голодают, им ставят какие-то капельницы, им ставят и чистят их клизмами. В общем, ура-ура, приезжают они такие все прям здоровенькие, после всех этих соков полезных, смузи, вроде бы как сбросили вес, но пройдя какое-то короткое время, у них килограммы возвращаются, и обязательно начинает еще больше болеть желудок, кишечник, потому что хорошая микрофлора была и вымыта. В общем, к чему я веду? Кто-то из вас покупает какие-то просто программы детокса, тоже платят большие деньги, но все это так, к сожалению, не работает. Для организма, прежде всего, это огромный стресс, и когда вы привыкли к одному образу жизни и вдруг резко перестраиваетесь и начинаете себя чистить всевозможно, какие-то токсины выводить, то организм приходит в стресс и как бы такой получает шок. Сегодня я хочу вам дать некоторые рекомендации, которые вы можете постепенно вводить в свою жизнь. Можете это назвать привычками, да, полезными. И этот путь детоксикации, натуральной детоксикации с помощью продуктов питания, с помощью вашего правильного, сбалансированного питания будет длиною во всю вашу жизнь. Что я вам могу сегодня посоветовать? Каждое утро, когда вы просыпаетесь, сбегали в туалет, до того, как вы почистили зубы, возьмите чайную ложку оливкового масла, можно кокосовое масло. Если это вам недоступно по финансам, возьмите просто обыкновенное растительное масло и пополощите этим маслом свой рот. Хорошенечко пополоскали, минуточку-две. Потом это масло ни в коем случае не глотайте, сплюньте его. И возьмите пару глотков теплой воды и еще раз пополощите рот. Это древнейшее правило, которое аюрведическое, которое пришло к нам с древних времен из Индии. Оно вам поможет очистить полость рта от всевозможных налетов, каких-то бактерий, которые у нас там образовались в течение ночи. Выплюнули эту воду. После этого сполоснули еще раз рот и налейте себе стакан теплой воды. Заметьте, не горячей воды. Вода не должна быть такая, как чай. Как я это делаю? Я наливаю 80% воды из графина и 20% выливаю кипятка. Все это перемешиваю
и маленькими глотками выпиваю этот стакан. В эту воду можете также добавить еще и пару капель лимона. Не бойтесь, если у вас там нет какого-то жуткого гастрита или же язвы желудка, пару капель на вас никак не отразятся, на вашем организме, но это сбалансирует кислотность вашего желудка. Еще, что делает теплая вода? Мы же с вами теплые внутри, все наши органы теплые. И когда мы выпиваем ту самую теплую воду, мы как бы с помощью ее пробуждаем наш организм. Ночью все же процессы замедляются, сами понимаете. Да, кишечник медленно переваривает пищу. Мы также ночью не пьем воду, мы обезвоживаемся в течение ночи. И за счет теплой воды, как я сказала, организм просыпается, все органы начинают работать. На теплую воду желчный пузырь начинает сокращаться и отдавать желчь. И вы после такого стакана воды себя гораздо лучше почувствуете. Получите какое-то такое, как облегчение, когда все процессы запустятся в вашем организме. После этого вы можете спокойно пойти в ванную комнату, почистить зубы. И, вернувшись обратно в кухню, я вам рекомендую выпить стакан или полстакана воды с 1 чайной ложкой молотого семени льна. Семя покупайте коричневого цвета. Я его обычно просто-напросто измельчаю в кофемолке. И вот такую хорошую чайную ложку с горкой я кладу в стаканчик воды, размешиваю. И пока семя льна не осело, я выпиваю. Что это даст для вашего организма? Великолепная чистка. Те люди, у которых страдают запорами, смотрите мое видео о запорах, это повлияет на ваш желудочно-кишечный тракт великолепно. Вы с этим моментом накопительным, то есть вы должны, конечно же, пропить не за один раз у вас все станет лучше, а какое-то энное количество дней, и ваш желудок начнет работать с большой благодарностью. Ваш стул станет мягче, вы будете более легко ходить в туалет. Еще я вам порекомендую начинать свою трапезу, к примеру, обед и ужин, с зеленого салата. Это, опять же, будет великолепно отражаться на вашем пищеварительном тракте и на ваших походах в туалет также. В этот зеленый салат возьмите прям хорошую такую пиалу и заправьте его нерафинированным растительным маслом или еще лучше оливковым. Добавьте туда сок лимона, все это перемешайте со солью, с перцем, с какими-то вашими любимыми специями. И пару ложками вот этой заправки заправьте свой зеленый салат. Скушайте этот салат и потом приступайте уже к основному блюду. Во-первых, вы за счет того, что клетчатка, салат это клетчатка, да, заполнит уже как-то какой-то объем вашего желудка, вы уже меньше съедите того же самого гарнира полезного, цельнозернового, скажем так, да, и какого-то полезного белка. То есть вы уже меньше, ваша порция уменьшится, и вы можете также со временем начать еще и терять какие-то ваши лишние килограммы, если они у вас есть. В этот же салат, еще такой один великолепный советик, добавьте обязательно петрушку или кинзу. Прям возьмите за привычку каждый день съедать по букетику петрушки или кинзы. Это тоже дешевый очень продукт. Его можно вырастить даже у себя на подоконнике, если у вас нет сада. И мелко порубить его. Это прекрасная чистка для вашей печени будет и поджелудочной. Мало того, это еще и мочегонное средство. В общем, все процессы в вашем организме активизируются, и ваш организм будет вам за это благодарен. Еще я вам посоветую съедать в течение дня 3 яблока. А если эти яблоки еще будут прям вот с яблони сорванные сегодня, то это вообще будет витаминная кладезь. Яблоки, они обладают множеством витаминов, железом, минералом, пектином, и они супер хороши для чистки нашего организма. Если вы не можете съесть 3 яблока в день, то съедайте хотя бы 1 яблоко. Это может быть ваш перекус, или вы можете яблоко съесть после еды, после приема пищи, или же там за
час до вашего обеда или ужина. Или на завтрак, в конце концов, с йогуртом натуральным тоже будет великолепно. А если вы еще этот йогурт посыпете какими-то семечками или орешками, то это будет еще двойная польза для вас. Ну, конечно же, надо подключить еще и активный образ жизни. То есть вы должны не просто сидеть на одном месте или лежать на диване и смотреть телевизор. Вы должны двигаться. Это тоже запустит все ваши процессы в организме. Гуляйте, если даже у вас нет собаки, выгуливайте ее, как я всегда говорю. Дышите свежим воздухом, у вас также все клеточки будут наполняться кислородом, вы будете какие-то впечатления положительные получать от прогулки вашей, и уровень стресса у вас будет снижаться. Конечно же, нужно еще также позаботиться о своем здоровом сне. Вы должны, запомнить это, ложиться спать сегодня, а еще лучше до 11 часов вечера. Вы должны высыпаться, потому что все восстановительные процессы нашего умного организма происходят именно ночью, пока мы с вами спим. А наш умный организм работает в это время. Он восстанавливает нашу энергию, и происходит множество великолепных процессов в нашем организме. Необходимо убрать различные триггеры. Что такое триггер? Это какие-то наши такие повседневные, плохие, назовем их так, привычки. Что это такое? Уберите алкоголь хотя бы в течение недели, да, то есть я понимаю, когда лето, жарко, хочется белого вина или розе, или просекко, и так все хорошо, еще пора отпусков, прям все как бы тебе и диктует, да, все равно попытайтесь сделать так, чтобы вы выпивали тот же самый бокал вина или два, хотя бы по выходным. Уберите такие продукты, как полуфабрикаты, как копчености, всякие эти беконы, сосиски, сардельки, фастфуд. Это мы тоже должны убрать на этот самый период, пока мы хотим восстановить нашу микробиоту кишечника и помочь работе наших органов. Я вам уже неоднократно рассказывала в своих видео про желудочно-кишечный тракт, также про кишечник, о том, что у нас с вами в кишечнике живут как хорошие бактерии, так и плохие бактерии. Давайте их так назовем. Хорошие у нас будут розы, а плохие сорняки. И вот от того, что вы будете в своем огороде поливать, так назовем, да, образно, розочки или же сорняки, то и будет у вас произрастать. И когда мы лелеем свои розы, мы их поливаем чем? Теми же самыми яблочками, которые мы скушали, той же петрушкой, той же кинзой. Салаты едим до обычного приема пищи. Воду теплую пьем, полощем полость рта маслом. Это все идет на то, чтобы наша микрофлора, микробиота кишечника заполнилась именно теми самыми хорошими бактериями. Ну, а если мы начнем поливать наши сорняки, про которые я сказала выше, да, это фастфуды, винцо, чрезмерное употребление его, жирная пища типа копченостей, как бекон и так далее, то, соответственно, все это будет мешать вашему здоровью. Поэтому вся ваша жизнь в ваших руках, мои дорогие. И все, что мы едим, 80% от этого зависит состояние нашего с вами здоровья. Поэтому не ждите, пока вас где-то там что-то заболит, начнет колоть, вы не сможете ходить в туалет, вы от стресса не сможете хорошо, глубоко спать. Беритесь за себя уже сейчас. Делайте такие натуральные а-ля детоксы дома с помощью обыкновенных, самых простых продуктов питания, которые вовсе недорогие. И восстанавливайте свое здоровье, помогайте себе, работайте над этим. Это совсем не сложно. А еще такой момент. Вот сейчас, например, у нас летний сезон. Если вы будете в день съедать хотя бы горсточку каких-то ягод или фруктов, которые вы только вот собрали с кустика или сорвали с дерева, это будет просто неимоверное
чудесное влияние оказывать на ваше здоровье. К счастью, наш организм накапливает все необходимые витамины и минералы. И если мы будем себя подкармливать именно в сезон теми же самыми ягодами, фруктами, овощами, той же петрушкой или какой-то другой зеленью, мы с вами тоже будем постоянно находиться в балансе, так же, как и наша микрофлора нашего кишечника. Если у вас нет сада, огорода, вы всегда можете договориться с какой-нибудь бабушкой на базаре или на рынке в вашем городе, которая будет с большим удовольствием для вас собирать те самые фрукты, ягоды и овощи, и вы будете помогать таким образом своему здоровью. И, естественно, той же самой бабушке, благодарной для вас, вы будете ее тоже поддерживать материально. Дорогие друзья, вся жизнь, как я уже сказала, в наших руках. Здоровье только зависит от нас. 85% здоровья зависит от нашего сбалансированного с вами рациона питания. Поэтому я вам всем желаю одного крепкого-крепкого здоровья, счастья, любви, вот этой гармонии между вашей душой и телом. А гармония обязательно будет, когда вы будете себя хорошо чувствовать, когда вы будете реагировать совершенно по-другому на какие-либо стрессовые ситуации, и жизнь вам будет действительно в радость. Спасибо, что и сегодня были со мной, и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!